Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас выпуск, посвященный Будапешту. Мы покажем главные достопримечательности города, которые можно увидеть, имея всего один свободный день. Будапешт настолько богат интересными местами, что невозможно охватить все в одном выпуске и за один день. Поэтому в ближайшее время на канале появятся дополнительные видео про город. Для полного знакомства с венгерской столицей рекомендую подписаться на наш канал, чтобы не пропустить ни одного выпуска. Итак, приступим. Будапешт – это основной и, по сути, единственный по-настоящему крупный город Венгрии. На 2025 год население Будапешта составляет 1 800 000 человек. Это данные о городской агломерации, включая сам город и прилегающие пригородные районы. Будапешт занимает 10-е место среди городов Европейского Союза по численности населения. Также он является вторым по величине городом на реке Дунай. Мы прилетели в Будапешт из Варшавы, билет авиакомпании Wizz Air стоил нам всего 15 евро и 50 минут полета, как на авиамаршрутке. Аэропорт расположен примерно в 20 километрах от центра города. Добраться можно на специальном автобусе, который следует в центр Будапешта. Поездка занимает около 30 минут и стоит 2500 форинтов. Это примерно 6 евро. Хочу сказать пару слов про сам аэропорт. Он большой, и если вы в Будапеште проездом и не хотите платить за гостиницу, то в залах ожидания можете разместиться на креслах-лежаках. Они достаточно удобны, чтобы отдыхать на них длительное время. Но это касается только тех пассажиров, которые уже прошли транспортный контроль и находятся в залах ожидания перед вылетом. Будапешт – город, где история встречается с красотой. И сегодня мы покажем вам места, в которые невозможно не влюбиться. Добро пожаловать в сердце Венгрии! Добро пожаловать в Будапешт! Мы начинаем наше путешествие с потрясающего Арбатского бастиона, одного из самых живописных мест Буды. Представляете, утренний свет падает на эти старинные башни, а внизу течет величественный Дунай. Просто волшебная атмосфера. О, могу поделиться интересными фактами. Знаете, несмотря на грозное название, Арбатский бастион никогда не был оборонительным сооружением. Его построили только в 1902 году просто как декоративную террасу. Да-да, чисто для красоты района крепостного холма и чтобы туристы могли любоваться панорамой города. То есть это не крепость, а просто шикарное украшение. А еще тут 7 башен, и это неспроста. Они символизируют 7 венгерских племен, которые пришли в Карпатский бассейн в 895 году. Кстати, вы наверняка спросите, что это за бассейн такой? Не, это не то, где плавают. Карпатский бассейн – это огромная равнина, окруженная горами, в основном Карпатами, прямо в центре Европы. Именно сюда в конце 9 века переселились венгерские племена со своим вождем Арпадом. Собственно, с этого момента и начинается история Венгрии как государства. А вы знаете, почему его назвали Рыбацким? Есть две версии. По одной, в средние века эту часть стены защищали рыбаки, которые жили по соседству. А по другой, рядом просто находился рыбацкий рынок. Но если честно, я больше верю во вторую версию. Как-то сложно представить, что рыбаки бросали свои удочки и бежали оборонять стены. Скорее всего, они спокойно торговали рыбой на рынке неподалеку. А вы как думаете? Напишите в комментариях. И обязательно запомните, отсюда открывается, пожалуй, самый шикарный вид на весь Будапешт. Особенно круто видно здание венгерского парламента и, конечно же, красавец Дунай. Такие фотки сделайте, друзья обзавидуются. А пока поставьте лайк этому видео. Друзья, этот колокольный звон в честь победы Венгрии над турецкими войсками в 1456 года. Да. Представляете, какая традиция здесь уже много-много лет. Давайте я вам расскажу про удивительную Матиаш-церковь в Будапеште. Она вот перед вами. Представляете, ее построили еще в 13 веке. Это одна из древнейших церквей города. А самое интересное, что стоит она на месте храма 11 века. Вот эта история. Название церкви связано с королем Матиашем Корвином, который, кстати, дважды устраивал здесь свои свадьбы. Если будете там, в смысле вот здесь, обязательно посмотрите на фасад. Там до сих пор можно разглядеть его герб. А знаете, что было потом? Когда османы захватили город, они превратили церковь в мечеть. Все фрески закрасили, перестроили интерьер. Только в 17 веке, когда Буду освободили, храм вернули христианам. А Буда – это район Будапешта. Будапешт. Еще есть один район, но мы о нем поговорим попозже.
В 19 веке церковь хорошенько отреставрировали, и теперь ее шикарная керамическая крыша – настоящая визитная карточка. Особенно потрясающе она выглядит на закате или в солнечный день. Вот как сейчас, видите? Еще один любопытный факт. Именно здесь, в 1916 году, короновали последнего венгерского короля Карла IV. А сейчас в церкви есть музей, где хранятся коронационные регалии и копия венгерской короны. Обязательно загляните туда, если будете в Будапеште. Друзья, посмотрите на черепицу, которая покрыта крыша этого собора. Ничего не напоминает? А мне напоминает это крышу собора Святого Стефана в Вене. Посмотрите в нашем предыдущем выпуске, точнее через выпуск. А почему они схожи? Потому что Венгрия и Австрия это были две страны в Австро-Венгерской империи, да, и это было две столицы. Соответственно, венгры подарили такую черепицу венгерскую своим, скажем так, одноимперцам в Вене, и те покрыли крышу Венского собора очень похожим рисунком из будапештской черепицы. А вот и он, первый венгерский король Иштван I. Именно он объединил венгерские племена и принес христианство на эти земли. Его считают основателем Венгрии. Ну и посмотрите, какая у него королевская поза. Прям как в голливудском фильме. Да, и не забудьте заглянуть поближе. На постаменте целые мини-комиксы жизни короля. Сражение, крещение, коронация. Все как в кино, только каменное. Друзья, мы находимся на территории города в районе Буда. Да, это более-менее тихий район города, он такой камеральный. И в отличие от Пешты, которая на другом берегу Будапешта, здесь жизнь как будто течет спокойней, медленней. Кроме как автомобилей такси и туристов, и редких автомобилей частных, здесь просто никого, транспорта нет. Поэтому вон там, смотрите, тишина и покой. И только желтые автомобили такси ездят рядом с нами. Рядом с церковью находится Академия наук. Смотрите, какая красота. Это залетный дворец или здание Венгерской академии наук. Это новое. А почему залетный? Залетный, это вообще новая часть здания венгерского парламента. Понятненько. Она отреставрирована и открыта в последние годы, то есть это все новое. А знаешь, что это такое? Это колонна Святой Троицы. Ее поставили в начале 18 века, после того, как страшная чума унесла тысячи жизней. И тогда люди верили, если воздвигнуть такой памятник, беда больше не вернется. Удивительно, конечно. Сверху фигуры мы видим Бога Отца, Христа и Святого Духа, а пониже святые, облака, ангелы. Такой барочной детализации можно позавидовать. И, кстати, именно здесь туристы чаще всего делают фото на память из Будды. Я не знаю, тут туристов много, но я тут... Вон чувак, смотри, сидит. Чувак сидит, да, медитирует. Нет, у него только что были ручки, как у Будды. Как у Будды? Да. Типа буддисты, что ли? Ребят, вот такой памятник здесь стоит. Прикольно. Пойдем с Наташей еще прогуляемся по этому району, по Будде. Как я и говорил, здесь такие уютненькие улицы с минимум трафика. И улочки такие, да, интересные? Да, здорово, здорово. Прикольно здесь. Японцы, вьетнамцы гоняют голубей. Съесть хотят, наверное. Шутка. С бегудями, между прочим, гоняют голубей. Знаете ли. Друзья, мы идем вниз. Вам это сложно понять. Мы идем в сторону Пешты. Да, спускаемся вниз к реке. Там, где посмотрим вместе с вами первый фуникулер венгерский. А вообще он был в Европе второй фуникулер. То есть он очень старый. И там есть еще много-много локаций, которые будет интересно посмотреть.
Ребят, это старое почтовое отделение. Видите, написано почта. И вот такой красный почтовый ящик. В одно время власти Будапешта решили, что он слишком старый, дизайн неподходящий, и пора бы их заменить на современные. Но люди настолько привыкли к таким почтовым ящикам, что начали, можно так сказать, протестовать активно, и власти сдались и оставили эти ящики по всей территории Будапешта. Мы догулялись до офиса президента Венгерской республики Шандор Палота. Смотрите, какие тут бравые стоят солдаты. Ни капли эмоций. Прекрасные виды с этого берега, от Королевского дворца, Дунай, сторона Пешты. Супер. Друзья, перед нами Королевский дворец Будапешта. Несколько фактов интересных про этот Королевский дворец. Факт номер 1. Короли в нем почти не жили. Несмотря на название, большинство венгерских королей предпочитали другие резиденции. Дворец скорее был символом власти, чем реальным жильем. Факт номер 2. Он трижды разрушался почти до основания. Во время турецких завоеваний, в наполеоновскую эпоху и особенно сильно во время штурма Будапешта в 1945 году. От старого дворца почти ничего не осталось. То, что мы видим сегодня, это восстановленная версия 20 века. Факт номер 3. Он был штабом нацистов. В последние месяцы Второй мировой войны дворец стал опорным пунктом немецких войск. Советская армия штурмовала его почти месяц. Факт номер 4. Под дворцом таинственные пещеры. Под Будайским холмом, на котором стоит дворец, тянется сеть пещер и подземелий. Во времена войны их использовали как укрытие, госпиталь и даже винный погреб. Факт номер 5. Сегодня в Королевском дворце нет королей, только музей. Сейчас в здании находится Венгерская национальная галерея, исторический музей и библиотека имени Сечени. Ребят, видите, чувачок сидит на коне. Это некто Евгений Савойский. Помните, мы в выпуске из Вены про него рассказывали? Ага. Чувачок. Это не чувачок, это один из величественных полководцев Европы. Служил Габсбургом и сыграл ключевую роль в освобождении Буду от Османской империи в 1686 году. Победил турок в серии важнейших сражений, укрепив позиции австрийской монархии в Центральной Европе. А установлен этот был памятник в 1900 году аж. Да, и стоит он на очень козырном месте, перед дворцом, да, где Королевский дворец, прям перед самым на возвышенности, на высоком берегу реки. И теперь он словно охраняет вход в крепость, как и 300 лет назад. Да.
И, кстати говоря, этот памятник изначально стоял в другом месте, возле здания парламента, но потом его сюда перенесли. Ребят, за моей спиной Национальная галерея венгерская, да, проходят крутые выставки. Если приезжаете в Будапешт более чем на один день, обязательно зайдите, посмотрите, здесь есть что посмотреть. Ну, а так как у нас формат ограничен один город, один день, у нас очень мало времени, чтобы ходить в галерею, поэтому мы двигаемся дальше, чтобы вам показать как можно больше красивых мест Будапешта. А чтобы показать как можно больше красивых мест Будапешта, мы перемещались по городу не только пешком, но и на общественном транспорте. Самое главное, самое большое впечатление, конечно, от общественного транспорта в Будапеште – это его метро. Мы начали знакомство с метро, с его первой линией, самая старая линия Будапешта, которая находится недалеко, скажем так, под землей, не глубоко. Вот смотрите, мы сейчас зайдем в метро, буквально один пролет, и мы попадаем на платформу. Платформа первой линии метро Будапешта очень-очень маленькие. Они рассчитаны, да, на эти маленькие составы из 3, по-моему, вагонов, которые приезжают на станцию. И смотрите, какие столбы интересные, какие деревянные детали. Супер просто. Вот он сам поезд. Смотрите, подъезжает. И маленькие вагончики. Наташа считала вагон шагами, Наташиными шагами. Сейчас посмотрим, сколько она насчитала. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. A Deák Ferenc tér következik. Átszállhatnak az M2-es és az M3-as metróra. Вагончик на 4, 8, 10, 12 мест. 12 сидячих мест вагон метро. Где-то, наверное, метров 5. A Vörösmarty tér. Не, ну метров 10, наверное, вагон. Kérjük, adják el az Смотрите, какие вообще маленькие станции. Это самая первая линия метро. Понимаете? Вон такие столбы. Состав. Уехал. Наташка считает шагами длину платформы. — 27 шагов длина платформы. Ну, вообще. Вот, смотрите, и сразу уходит на улицу. Самое низко, как говорится, неглубокое метро, наверное. Будапештский метрополитен – это один из старейших и узнаваемых систем метро Европы. Он был открыт 3 мая 1896 года. На данный момент у него 4 линии, 52 станции. 3 линии – это современные, глубокого залегания, с современным подвижным составом. В большинстве своем сейчас мытищинские вагоны заменяются вагонами Siemens. И метро работает с 4:30 утра до полуночи по будням и по выходным до 1:30 ночи. Стоимость проезда, точнее стоимость проездного на сутки 2500 форинтов, это порядка 6,5 евро. Какой-то памятник Са Барбоса и человека.